И всем привет, с вами Денджей. Сегодня мы будем продолжать третья часть развития нуба. Поехали! И вне выпуска, как я всегда начинаю, я смог улучшить золотохранилище, вот это до 8 и вот это до 9. Еще забор весь прокачал на 3-й левел. Ну, есть и на 4-й левел некоторые забор. Потом придумал много миксов, какими можно атаковать. Вот, для фарма у меня есть микс. Армия 1 это так, только, чтобы брать звезды, я бы так даже назвал. Для добычи звезд. И сегодня мы будем добывать звезды, но миксом для фарма. Добыча звезд. Извините, что я так долго пишу, у меня просто телефон. Если что, когда-нибудь я на эмуляторе буду снимать. У меня есть уже комп, но не знаю что-то. Хотите, напишите в комментариях, я могу снимать через комп. На эмуляторе. Все, в принципе. Какая у нас дека? Я уже даже забыл. Так, да, кстати, нормально. Мне сейчас звезды нужны, а звезды только в мультиплеере, да, будут добываться. Извините за посторонние звуки. Мне самое главное сейчас собрать ратушу, но ратушу не всегда так и легко брать. Ну вот сейчас очень даже легко. Заберем это. Так, ставим номеров. Быстрее, гоблины, быстрее, мне вас жалко аж. Мне первый раз гоблинов жалко. Серьезно. Марта, успокойся. Да. Видимо, мы забрали на одну звезду. Это, конечно, нелогично брать все время на одну звезду. Много эликов. Я буду думать, что на 3 больше звезд. Пока что только так. Где последняя лучница? Вот Гик стоит. Знаете, какая у меня идея? Я сейчас буду тренировать войска по-другому чуть-чуть. Смотрите, у меня получилось 95 мест. Я тогда могу... пожалуй, 35 гоблинов взять, потом 30 лучниц и еще 30 гоблинов. Но мне кажется, лучниц нужно чуть-чуть поменьше, потому что варвары это как бы такая, почти основная для меня сейчас атака. Варвара у меня 2-го, лучница 2-го тоже. Еще вне видео я наконец докачал свой шарик до 2-го. Не знаю, я не любитель шариком играть. И если хотите, я еще могу через час снять видео про фабрику заклинаний, но это не факт. Так, посмотрим, на каком месте находимся. И, кстати, уже можете даже в комментариях не писать про то, нужно ли мне на деревне строителей снимать или нет. Я не знаю, вы можете обидетесь или нет, но мне не нравится деревня строителя, так что я, наверное, не буду выкладывать видео про деревню строителя. Какая-то она мне показалась так себе. Давайте сейчас сходим в бой, соберем, 2000 нам надо бонусом. Соберем сейчас бонусом именно. И как мы, интересно, будем атаковать? Может быть, Может вот так? Берем бомберов. Бомберы давайте, вы тащите всегда. Так, видимо, у нас плохие дела. Да, не знал, что у нас только мало процентов будем захватывать.
Вот лучница добивает обсерваторию. И все. Все, блин, 100% противник выиграл. Даже не сомневаюсь. Что? Как? Меня сейчас башка взорвется. Как? Извините, что чат закрыл. Он мою ловушку, блин. Тупой. Он мою ловушку захватил. Я не знаю. Такая реакция. Бам! О, эта реакция прям имбовая. Сейчас будем в обсерватории прокачивать наших варваров. Так, я взял там бонусы и ушел с деревни строителей. Я не очень люблю деревню строителей. Я думаю, в этом видео мы больше не будем атаковать, потому что времени у меня позарез мало. Мне покажется снимать больше 15 минут. То, что я как бы на YouTube, можно даже так сказать. Мне нужно там кое-что еще делать. Не важно, в принципе. Для меня это важно. Может, так поставить забор? А реально, может, это реально рабочий способ? Такой буду тащить каждую катку. Нет. Все-таки вот так будет получше. Угу. Ну, давайте что-то улучшим все-таки. Так, улучшаем и поехали часовую башню. Ускоряем. И, кстати, часовая башня за свои 5 минут, то есть первый левел, снимает здание, ну, когда оно там... Короче, 50 минут на первом левеле он с делающее здание, ну, снимает. Ну, как бы я это понял, тут понял. Ладно, идем сюда. Ну и все, в принципе. 9000 у нас, капец, что-то мало слишком. Что бы поделать? Ну реально, вроде как видео снимают. А башня еще колдуна у меня будет 21, грубо говоря. Я буду играть. Ну, в смысле, башня колдуна я и так была раньше. Ну, в смысле, она у меня защитное сражение, это у меня. Ну, теперь у меня второго левела. Он такой теперь красивый. Сейчас клан России, как я уже говорил, вот, кстати, в прошлом видео или позапрошлом у меня было участников 49 из 50 из 50, а сейчас 49 из 50. Давайте посмотрим, что делает вот этот башня второго левела. Да, я даже не могу посмотреть башня второго левела, чуть не будет. Хотя я старейший, но не знаю, все равно. Теперь давайте попробуем боссика. Он, как я помню, очень даже не... Да, мы не посмотрим ни на что. Видимо, нас просто проклинали. Я знаю, кто 100% будет. У него башня второго мага. 100% будет Ярмикса. Мне это что-то подсказывает. Подсказывает. Короче, Ермоха. Давайте еще посмотрим. Ну, давайте я найду и вам покажу.
Так вот, я нашел. Вот башня полотна 2-го левела. Видите, там внизу рубины такие. А вот что будет на последнем левеле. Вот. На последнем левеле будет... Ну, не на последнем, но вот что будет, если башня вся будет такая рубиновая. Поправьте меня в комментариях, как это называется камень. Может, какой-то клэшик. Ладно. О, жуткая тыква, я помню, она у меня была на прошлом аккаунте. Он, кстати, молодец, он собирал все эти елочки. Это, по-моему, елка 2017, это новогодняя елка 2016 или 15 года, в смысле. А вот и башня бомбежка. Я не понимаю, почему топовая башня бомбежка 2-го левела? Это что, максимум левел? Ну, не знаю даже, что сказать. Я думаю, в 5-й или в 6-й серии у меня уже будет маг. Ну, у меня, понимаете, мне нужно увеличить до 7-го левела. А чтобы мне до 7-го левела улучшить, мне надо еще 200 тысяч эликсира, грубо говоря. А чтобы мне получить 200 тысяч эликсира, мне нужно, соответственно, бонус 4 икса пройти. Тогда мне дадут 255 тысяч эликсира и золота. Только тогда у меня уже будет деньги. Я думаю, это вечером смогу сделать. Ну так, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Данджей. Всем удачи, всем пока.